Всем доброго времени суток! Вы на канале Штрик Глюк. Мой канал о вязании и узорах. Рада приветствовать всех зрителей. Я сегодня к вам с новым узорчиком. Сразу же хочу вам сказать, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Узорчик универсальный, поэтому вяжите из любой пряжи. Самое главное правильно подобрать тунисский крючок. Вы берете, читаете нотацию к своей пряже и подбираете под свою плотность крючок. Итак, начинаем. Сначала, как обычно, нужно связать первую петлю. Я буду вязать двумя цветами ниток, попеременно их меняя. Раппорт сегодняшнего узорчика равен 6 петлям. Поэтому я наберу 5 раппортов. Это будет 30 воздушных петелек плюс 2 кромочные и 2 для симметрии. Ну а вы в свою очередь набираете столько петель, сколько вам будет удобно. Не забывайте только, что тунисский крючок держим как спицу, потому что он длинный, иначе будет неудобно. Итак, цепочку я набрала, и сейчас будем вязать установочный ряд. Можно крючок поддевать под одну половинку петельки нашей цепочки, вот как сейчас я показываю, то есть либо за 2 половинки. Вязать начинаем со второй петельки нашей цепочки. Продеваем крючок, провязываем петельку и оставляем все это на крючке. Так продолжаем до конца ряда. Ничего сложного, у вас все получится. Сами себя контролируйте. На крючке должно быть столько петелек, сколько вы петелек набрали в цепочке. Итак, петельки я набрала. Теперь нужно вернуться в начало ряда. Для этого закрываем по одной петельке и получаем первый установочный ряд. Вяжите, как вам удобно, со своей скоростью, не торопитесь. Главное, чтобы петельки были равномерные, чтобы натяжение ниток выдерживалось. И продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Вяжите с удобной для вас скоростью. А вот что у меня получилось. Я закончила установочный ряд. Он получился эластичный, равномерный. Теперь я хочу присоединить нитку другого цвета. Для этого мне нужно, чтобы в установочном ряду осталось 2 непровязанных петельки. А на белой нитке, которую я буду присоединять, я сразу свяжу одну петельку, чтобы нитка не распускалась в процессе вязания. Вот делаю петельку и ее провязываю в эти 2 петельки, которые остались на установочном ряду. А сейчас начинаем набирать петли нашего узора. Для этого провязываем белой нитью 5 петель обычным тунисским вязанием, то есть просто набрали 5 петелек, а 6-ю петельку пропускаем. Вот, смотрим внимательно. 5 петелек у нас на крючке, 6-ю пропускаем. Следующий раппорт начинаем точно так же. 5 петелек белой нитью набираем, а 6-ю пропускаем. Продолжаем повторять раппорт до конца ряда. Можете попробовать вязать самостоятельно, здесь ничего сложного. Главное не пропустить петельку, которую нужно не провязывать.
Итак, движемся до конца ряда. Вот что у меня получилось. Теперь закрываем кромочную и первую петельку одновременно, а дальше вяжем по одной петельке. Так проходим вот первый наш раппорт. Как только дойдем до того места, где мы пропустили одну петельку, тут мы должны, вот это место, тут мы должны провязать одну воздушную петельку и дальше продолжать закрывать петельки уже в следующем раппорте. Так я провязала до конца ряда и теперь переключаюсь на другую нитку. Точно так же 2 петельки оставила не провязанной в белом ряду и теперь закрываю другой ниткой этот ряд. Вот, закрыла я. И теперь начинаем вязать следующий ряд нашего узора. Здесь нужно быть внимательным, потому что идет смещение. Вот одну петельку набрали, а теперь вот эту петельку мы пропускаем. Следующую петельку набираем. Далее доходим сейчас до того места, где мы пропускали петельку. Да, вот здесь вот. Делаем накид. Далее заводим крючок насквозь нашей этой петельки. Вот. И вот так вот ее за 2 половинки вытаскиваем сюда. Провязали. Далее провязали 1 и провязали накид 2. Так получился у нас рельефный столбик. Продолжаем в следующем раппорте также вязать одну вторую петельку. Эту пропускаем. Дальше следующую вяжем. Дошли до нашего пропущенного, вот где мы пропустили петельку. Теперь здесь опять делаем то же самое. Провязали, потом провязали петельку и накид провязали. Получился рельефный столбик. Таким образом продолжаем повторять наши раппорты. Пробуйте связать самостоятельно. Здесь ничего сложного нету. Главное не сбиться со счета. Повторяйте как на видео. Вот подтянули мы петелечку, которую нам нужно сейчас провязать. Теперь ее провязали 1 и провязали накид. Все, рельефный столбик готов. Продолжаем вязать так до конца ряда. В конце ряда поднимаем кромочную за 2 половинки. Начинаем закрывать наш ряд. По одной петельке закрываем. Дошли до места, где мы пропустили петельку в белом ряду. Там мы вяжем одну воздушную петлю. И дальше продолжаем двигаться по раппорту, закрывая одну петлю. Вот дошла я опять до места, где была пропущена петля. Вяжем здесь воздушную петельку. И дальше идем по раппорту. Так я дошла до конца ряда. Теперь меняем цвета наших ниток. Возвращаемся опять к белой, провязывая 2 петли предыдущего ряда белой нитью. Теперь внимательно тоже смотрим. Поднимаем одну петельку белой нитью. Теперь мы видим, что здесь у нас пропущена была белая петля. Точно так же ее поддеваем за 2 половинки, вот крючком. Провязали ее. Теперь вяжем петельку
И следующий провязываем накид. Вот получили мы рельефный столбик белого цвета. Далее идем мы, просто набирая петельки, пропускаем место, где у нас другого цвета рельефный столбик. Провязываем белой нитью. Доходим до того места, где была белая петелька пропущена. Там поднимаем петельку, провязали и накид тоже провязали. Так двигаемся до конца ряда. И начинаем закрывать, как в прошлый раз. По одной петельке до того места, где у нас была пропущена петелька. Вот дошла до этого места, провязала одну воздушную петельку, а дальше идем по раппорту по одной петле закрываем. Ничего сложного, главное внимательно. 2-3 ряда внимательно пройти, а дальше уже будет все легко и просто. Вот опять место, где у нас было пропущено, опять провязали воздушную петельку и так до конца ряда. Дошла я до конца ряда и меняю цвет. И все повторяется. Сейчас уже хорошо видно, где у нас места пропущенных петелек. Вот где у нас белый рельефный столбик, так мы уже четко пропускаем одну петельку другого цвета и все, идем дальше. Провязываем петельки до следующего рельефного столбика. Делаем накид, поднимаем петельку за 2 половинки, провязали ее, а потом провязали накид. Продолжили так наш рельефный столбик. Далее идем, одну петельку подняли, вторую подняли. Следующую петельку пропускаем, потому что это будет располагаться белый столбик. Вот 2 петельки провязали, теперь нужно продолжить столбик другого цвета. Делаем накид, поднимаем петельку за 2 половинки, провязали ее и провязали накид. Продолжаем вязать, повторяя раппорт до конца ряда. Ничего сложного, у вас все получится. Главное внимательно. Надеюсь, что принцип узорчика вам понятен. Уже хорошо вырисовывается, какой узорчик получается. Вот добралась я до конца ряда. И дальше нужно набирать высоту. Для этого нужно провязать несколько рядов. Я думаю, вы справитесь самостоятельно. Если что-то непонятно, возвращайтесь по видео в нужные моменты и пересматривайте. Итак, провязала я несколько рядов, и вот какая красота получилась. Этот узор прекрасно подойдет для летних топиков и для осенних пальто, пиджаков. Если вы встречали такой узорчик ранее, поделитесь, что еще можно связать из него. А теперь давайте рассмотрим поближе, какой край у нас получился. Этот узор очень хорошо подойдет и для меланжевых нитей, и для секционных. Я вот подумала, что жилетка может красивая очень получиться, как для детей, так и для взрослых. Я думаю, в любом случае этот узор будет смотреться выигрышно. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Впереди у меня много новинок. Нажимайте на колокольчик, и вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями и подружками. Сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите, пишите с удовольствием. Всем приятного вязания. До новых встреч!